Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я хочу вам показать мои пробы вязания, что мне было интересно опробовать связать, как это будет смотреться не только на картинке в схеме, а как будет смотреться уже именно в нитках, в пряже. Вот эти два мотива и вот этот. Сначала я как бы разобрала листик, потом вот с этим цветком он мне не совсем получился. Этот листик дальше у нас будет видео, мастер-класс, урок, по которому мы сможем связать. Вы вот сейчас видите на экране кружевное полотно, да? Это вот пример, где соединено именно вот этот цветок и вот эти листья, больше ничего. Ну, листья, как я сказала, мы с вами разберем. Схемы очень нечеткие, поэтому в определенных местах я сделала так, как я сделала. Ну, а цветок, он похож, очень удаленно напоминает, но тоже с ним еще нужно работать именно со схемой, чтобы получить то, что видим мы на самом картинке или на фотографии. Здесь у нас идет, в общем-то, объемная такая вот вещь, да, здесь у меня это пока не получилось. Так что вот такой вот у нас еще есть цветок. Пока я, в общем-то, разбиралась с листиком, мне попалась схема из журнала Дуплет. Вот такой листик. Вяжется очень просто. Смотрите, как он симпатично смотрится. Да? Вязать его очень просто. Схему вы можете найти в журнале Дуплет. И опять-таки тема листика. Да? Вот у меня опять-таки листик. Это у нас получается как бы ленточное кружево. Будем представлять, что у нас дальше вот сюда идет вот это как бы цветущий цветок, и листья соединены между собой. Да? Это может быть как кружево, это может быть как собранное определенную, как воротник, как кокетка. Но опять-таки эта схема журнала Дуплет, она очень нечеткая, и с ней еще нужно поработать, чтобы получить, вот мне хочется здесь определенные моменты, не буду вам говорить, где у меня здесь. Ну, это не ошибки, а, в общем-то, схема нечеткая, поэтому не выполнила так, как хотелось бы, чтобы выглядело. Да? Вот ряд таких вот схем я разобрала, мне было интересно. И еще вам покажу одну, так сказать, вещь. Она как бы вообще не в тему, она больше в тему к Новому году. Очень тоже нечеткая схема в журнале Дуплет. По наитию я вот связала вот эту снежинку. Она такая настолько красиво смотрится, да. Ну, просто захотелось мне ее и вам показать. Ну, а в принципе, да, то есть я показала, чего захотелось. Мы порой, бывает, тоже свяжем, да, потому что видим какую-то интересную или схему, или какой-то пример. А сегодня и сейчас дальше мы с вами именно разберем вот этот листик. Кружевное полотно, если вот я не сделаю вот этот цветок, допустим, да, будет у вас листик, можно применить любой другой цветок, какой вы знаете, и собрать просто великолепное полотно. Это может быть и отделка к платью. Мне прям видится, да, вот низ платья отделан таким вот полосой кружевной. Или же это может быть скатерть. Ну, все зависит, конечно, от ниточки. Вот эта нитка конкретно на Мадам Трикот, по-моему, в 100 граммах 1000 метров. Вот этот листик связан в 4 нитки, вот этот листик связан в 2 нитки. Да, вот тоже разница существенная по объему и по скорости вязания. Поэтому, да, вот что мы хотим. Я думаю, если будет скатерть, то побольше можно. Если это будет платье, то это может быть даже и потоньше. Именно низ платья оформить очень красиво будет. Вот, итак, приступим к листику. Начинаем мы с вами с первой воздушной петельки. И вяжем 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 воздушных петель. И еще 4 петли. 1, 2, 3, 4. То есть 12 и 4 это у нас с вами 16 воздушных петель.
Теперь мы не считаем первую, считаем следующую. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестую петельку я подхватываю рабочую нить, захожу в шестую петлю и вяжу столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид. Мы с вами пропускаем один столбик, заходим, вернее, одну петлю, заходим в следующую. Одна воздушная петля, накид, одну петлю пропустили в следующую. Одна воздушная петля, накид, одну пропустили, в следующую зашли. Одна воздушная петля, одну пропустили, в следующую зашли. Вот так. У нас получается с вами вот 1, 2, 3, 4, 5 столбиков в центре. Теперь 2 воздушных петельки. Я захожу в первую петлю и вяжу соединительную. Вот что у нас с вами получилось. Это у нас с вами как бы центр. Соединились, и дальше вот под эту арочку мы с вами вяжем, давайте сделаем петельку подъема, и под арку вяжем 3 столбика без накида, второй и третий. В сам столбик, в первый столбик мы вяжем с вами 2 столбика, это 4, и вот сюда же мы вяжем с вами 5 столбик. Теперь под арку у нас идет 6, сам столбик 7, под арочку 8, сам столбик 9, под арку 10, столбик 11, под арку 12, в последнюю арочку мы вяжем 13 и в этот же 14. Теперь под вот последнюю арку мы вяжем 3 столбика, это 15, 16 и вот 17 столбиков без накида мы с вами поместили на одной стороне нашего листика. 1, 2, 3. Заходим под арку и повторяем 17 столбиков без накида, точно так же, как мы с вами связали первую, так и вторую сторону. Связали мы с вами 17 столбиков без накида со второй стороны. И соединительной петелькой соединяемся с началом нашего вязания. Одна воздушная петля. И смотрите, вот наш первый столбик. Я делаю накид. И захожу в этот столбик, вяжу полустолбик с накидом. Вот в это пространство мы должны с вами поместить 15 столбиков с одним накидом. Я делаю накид, захожу в столбик и вяжем столбики с одним накидом. Их у нас должно быть 15. Столбиков связали. Вот здесь мы с вами помним, у нас оставалось 2 столбика без накида. Я захожу в первый столбик, даже вот так делаю накид, захожу в первый столбик, вяжу полустолбик, а во второй столбик вяжу 2 столбика без накида, 1 и 2. То есть в итоге вот у нас будет 3. Теперь под вот эту маленькую арочку
4, 5, 6. В первый столбик 7, 8, накид, и 9 я вяжу полустолбик с накидом. Делаю дальше накид, захожу в следующий столбик и опять вяжем с вами 15 столбиков с одним накидом. Связали мы здесь с вами столбики с одним накидом, и у нас здесь остался 2 столбика. Я делаю накид, захожу в один столбик, полустолбик с накидом, и в следующий захожу, вяжу столбик без накида. Вот так вот. И перехожу, вот у нас соединительной петлей, и таким образом мы с вами завершили этот ряд. Теперь нам нужно весь этот ряд обвязать столбиками без накида. Я сделала петельку подъема и захожу в каждый столбик и вяжем столбики без накида. Столько, сколько мы с вами связали в нижнем ряду. Вот так вот, заходя в каждый, обвязываем все. Я обошла одну сторону и дошла до центрального столбика. Вот он у нас последний центральный столбик. В этот столбик я вяжу 2 столбика. Вот он последний, вернее центральный. 1, и как бы поворачиваю на другую сторону 2. И теперь опять, проходя весь периметр, вяжем столбик в столбик. Мы с вами обошли вторую сторону, и я дохожу до точки, с которой мы с вами начинали. Вот так. И соединительная петелька. Вот. Мы с вами завершили очередной ряд. Дальше 1, 2, 3 будет столбик, 2 воздушных петли, расстояние между столбиками накид, и в эту же петлю я зашла, связала 1 столбик, 2 воздушных петли накид, и в эту же петлю вяжу 2 столбик. Вот у нас с вами как бы получилось 3 столбика. Теперь 2 воздушных петли, накид. Будем вязать с вами рельефные столбики. Я, получается, пропускаю вот этот, с этого будем начинать. Вот так. И я хочу выдвинуть нашу столбики вперед. 2 воздушных петли, накид. 1 столбик пропустил, во второй я захожу с изнанки, огибаю его, и столбик с одним накидом. 2 воздушных петли, накид. 1 пропустили, видите, этот пропустили, а в этот зашли и связали рельефный. 2 воздушных, накид, 1 пропустили, вот следующий зашли, связали рельефный. У нас как бы с вами получается вот здесь вот такой вот буртик. Смотрите, мы с вами прошли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. И у нас вот как бы немножко вперед выдвинулась вот эта вот часть. С этой стороны она гладкая, а с этой стороны выдвинулась. Когда я вязала первый мотив, вот у меня лицо, а вот у меня изнанка. Видите? То есть с изнаночной стороны у меня был буртик. Поэтому мы можем с вами выбирать. Нам нужен ровный листик или вот такой, как мы сейчас с вами вяжем. Теперь 2 воздушных петельки, накид. И вот смотрите, мы с вами пропускаем одну, вот это у нас центральная петелька. Мы в нее заходим. Вяжем столбик с одним накидом, 1, 2 воздушных петли, накид, в эту же петельку 2,
2 воздушных петли накид, и мы вяжем с вами сюда же третий столбик. 2 воздушных петли, накид, и сюда мы с вами вяжем точно такие же столбики. То есть один пропустили, я захожу, и вот так вот у нас идет. С изнанки зашли, захватили так, чтобы у нас вперед выходила наш нижний ряд. 2 воздушных, накид, один пропустили, зашли вот с этой стороны, обогнули этот столбик и связали. Связали мы с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Столько же, сколько с этой стороны. У нас остался один столбик в нижнем ряду, 2 воздушных, 1, 2, 3. Мы соединяемся с вами с третьей петелькой. Связали мы соединительную, и далее мы будем с вами вязать в каждую арку по 3 столбика без накида. 1, 2, 3, и в четвертую столбик у нас идет сам столбик под арку. 1, 2, 3, и в сам столбик у нас четвертый столбик без накида. Под арку 1, 2, 3, и в сам столбик. Так мы с вами обвязываем все по кругу. Обошли мы с вами все столбиками без накида, и теперь я захожу в первый столбик, который мы с вами вязали, и дальше буду вязать соединительные столбики за заднюю полупетлю, чтобы как бы так немножко уплотнить край и сделать его более плотным, да, более выразительным. Вот так вот. Видите, вот я здесь прошла тоже столбиками. Сейчас пройдем и еще сделаем с вами хвостик. Итак, смотрите, мы с вами практически дошли до края. И теперь нам нужно с вами сделать хвостик. Я вот как бы зашла до центра. Можно да вот еще один раз. Так, и теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут вы можете и 7, допустим, сделать, и 8, кому как, какой хвостик нужен. Возвращаемся и заходим, вяжем столбики без накида в каждую из этих столбиков. Вот так вот. В итоге получаем хвостик, да. Вот так. Вот так. И вот последнее. Обрезаем и закрепляем наш хвостик. Прячем нашу нитку. И в итоге получили вот такой вот листик. Мы можем с вами вот здесь еще пройти по вот этому краю столбиками без соединительными, для того, чтобы сделать его более объемным. Можем не проходить. И вот так вот в итоге, в зависимости от толщины нитки, мы с вами вяжем вот такие листики. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!